Китай просто не сбавляет обороты. Волна мощных, технологичных и нарочито брутальных внедорожников продолжает захлестывать рынок. Началось все пару лет назад с BYD, а теперь к тренду подключилась и компания Chery, которая снова в центре внимания и готовит серьезного игрока – рамный внедорожник Jetour Zongen G700. Это новая модель, первый представитель люксового суббренда Jetour, созданного специально для премиальных внедорожников и пикапов. И самое интересное – G700 умеет не только ездить по бездорожью, но и умеет плавать, благодаря герметичной конструкции кузова. А еще у него есть функция танковый разворот, поворачивает на месте на 360 градусов. А вот это реально интересно. Оказывается, именно внедорожник G700 стал основой для настоящего заводского болида, который участвует в ралли-рейдах. И его уже обкатали в боевых условиях на китайских соревнованиях в пустыне. А теперь про амбиции компании. Противник у G700 серьезный – это BYD Yangwang U8. Но если глянуть на характеристики, становится ясно. Jetour не просто хочет быть рядом, он реально настроен сразиться на равных. И похоже, у него есть все для этого. Амбициозные цели – это, конечно, здорово. Но если говорить проще, создание бренда Zongen – это стратегический ход Chery, чтобы напрямую конкурировать с крупными игроками вроде Tank от Great Wall, Feng Chenbao от BYD и M-Hero от Dongfeng. Изначально Zongen задумывался как часть марки Jetour, но, как это часто бывает в китайском автопроме, если какая-то линейка становится успешной, ее тут же превращают в отдельный бренд. И, судя по всему, G700 уготована именно такая судьба. Экстерьер нового G700 оформлен в характерном стиле, близком к родственному кроссоверу Jetour T2. Внешний облик 700-го не оставляет сомнений в его предназначении. Брутальный, угловатый дизайн с массивной решеткой радиатора, светодиодной матричной оптикой и классическим для внедорожников внешним запасным колесом на распашной задней двери создает образ настоящего покорителя бездорожья. Габаритная длина Zongen G700 составляет 5198 мм, ширина 2050, высота 1956, колесная база 2870 мм. Этот внедорожник построен на раме и оснащен пневмоподвеской с регулируемой высотой. Можно менять клиренс от 15 до 32 см. Углы въезда и съезда в стандартном положении у него тоже серьезные. 30 градусов спереди и 25 сзади, так что на бездорожье он себя чувствует уверенно. Колеса большие, 20-дюймовые, с внедорожной резиной. Весит он немало, от 3 до 3,2 тонны, в зависимости от комплектации, а максимум с полной нагрузкой – почти 3,7 тонны. И да, прицеп весом до 2,5 тонн он тоже с легкостью потянет. За движение нового G700 отвечает фирменная гибридная система CDMO от Chery. Причем буква «О» тут неспроста, она явно намекает на оффроуд. Под капотом 2-литровый турбомотор на 211 лошадей и 340 ньютон-метра. Он установлен продольно и отличается высокой тепловой эффективностью – 45,5%, и при необходимости может подключаться к передним колесам через двухступенчатый редуктор. Но чаще всего он работает не напрямую, а в роли генератора, подзаряжает литий-железо-фосфатную батарею. А вот настоящую тягу обеспечивают 2 электромотора, по одному на каждую ось. Суммарная мощность всей системы – 762 лошадиные силы и 795 ньютон-метра крутящего момента. Такие характеристики позволяют тяжелому внедорожнику разгоняться до 100 км в час всего за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км в час. Минимальный расход топлива из пресс-релиза компании в гибридном режиме составляет всего 1,4 литра на 100 км. У межколесных дифференциалов сразу 3 блокировки, так что по бездорожью можно ехать смело. Плюс есть специальные режимы, заточенные именно под оффроуд. Аккумулятор тут встроен прямо в раму, и это батарея от Kettle. Точную емкость пока держат в секрете, но зато уже известно.
В гибридном режиме машина способна проехать до 1400 километров. И это еще не все. Есть поддержка сверхбыстрой зарядки. С 20 до 80% всего за 10 минут. Но, пожалуй, главное отличие модели – ее свойство амфибии. Производитель утверждает, что это не просто аварийная плавучесть, а полноценный режим плавания, позволяющий автомобилю находиться в воде до 40 минут и двигаться со скоростью до 4,5 узлов – это чуть больше 8 км в час. Эта функция, дополненная подводной навигацией и герметичностью салона, выдерживающего давление воды до 20 килопаскалей. А еще в арсенале у G700 есть функция, так называемый танковый разворот. Это когда машина буквально разворачивается на месте, очень удобно в тесных местах. Благодаря этим инновациям G700 можно смело ставить в один ряд с такими автомобилем, как Yangwang U8. В салоне G700 можно выбрать либо 5 мест, либо 6-местную версию с отдельными капитанскими креслами во втором ряду. Суперудобно. Внутри сразу чувствуется внедорожный дух. Кожа, замша, металлические вставки и даже стильные декоративные заклепки. Все с претензией на брутальность и комфорт. Особенная фишка салона – приборная панель. Этот экран узкий и прямоугольный, который тянется почти по всей ширине под лобовым стеклом, реально интересно смотрится. К тому же, есть большой 15- и 6-дюймовый сенсорный экран по центру, который отвечает за управление всеми основными функциями. Центральный тоннель тоже радует. Куча физических кнопок, круглая шайба выбора режимов движения и даже площадка для беспроводной зарядки. Для пассажиров – аудиосистема Lexicon и развлекательный экран на потолке для задних сидений. И, конечно, G700 не обошли стороной технологии. В авто стоит продвинутый автопилот от Huawei и спутниковая связь, чтобы оставаться на связи даже в самых отдаленных местах. Цена на Jetour Zongen G700 пока держится в секрете, но точно можно сказать, дешевым он не будет. Официальная презентация намечена на лето в Дубаях, и именно там, скорее всего, расскажут все подробности и озвучат стоимость. А это явно показывает, у компании большие планы на мировой рынок. G700 – это не просто еще один китайский внедорожник, а логичное продолжение нового курса, который берут местные автопроизводители. Ставка на технологии, проходимость и функциональность тут сделана осознанно. Посмотрим, как модель проявит себя в реальных условиях и как ее примет рынок, особенно за пределами Китая. В любом случае, теперь у премиальных рамников есть еще один претендент, за которым точно стоит следить. Осталось дождаться старта продаж и реальных тестов. А там будет видно, получится ли у Jetour не просто заявить о себе, а действительно занять место в клубе серьезных игроков. Как минимум, предпосылки для этого есть. Вот и все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Это поможет каналу расти, а нам создавать еще больше интересного контента. Желаем вам интересных путешествий, чтобы ваш автомобиль всегда служил надежно, а дороги будут ровными и безопасными. До скорой встречи на канале.